Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня готовим блинчики с творогом, запеченные в духовке. Такие блины получаются необыкновенно вкусными, ароматными и нежными. Кроме рецепта я покажу, как можно сформировать блинчики небольшими треугольниками. Начнем из приготовления основы. Блинное тесто сегодня готовлю на молоке с дрожжами. Вкусные, тонкие, ажурные, в мелкую дырочку. Блинчики на молоке не требуют много усилий по приготовлению. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар, а результат порадует всех домочадцев. Готовые блины можно сразу подавать горячими с медом, вареньем, сгущенкой, сметаной или даже с икрой. Для приготовления нам понадобится 1 литр молока, 2 куриных яйца, 350-400 грамм муки, чайная ложка сухих дрожжей без горки, 4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли без горки. Молоко должно быть не холодным и не горячим, комнатной температуры. Если хотите, можете чуть-чуть подогреть. Добавляем к нему 2 куриных яйца, тщательно перемешиваем. 2 столовые ложки сахара. Количество сахара можно регулировать, добавить больше или меньше. Соль. Хорошенько перемешиваем, чтобы соль и сахар растворились. На следующем этапе добавляем сухие дрожжи. И затем постепенно вводим муку. Я советую для начала добавить 350 грамм муки, чтобы блинчики не были слишком толстыми. Секрет дырчатых блинчиков в том, что они должны быть обязательно тонкими. 4 столовые ложки растительного масла. Хорошенько вымешиваем и накрываем тесто пищевой пленкой. Даем ему настояться 40-60 минут. Чтобы дрожжи дали реакцию и в процессе выпечки у нас получились те самые пузырьки. По истечении времени проверяем тесто. Сверху у нас образовалась шапочка. Хорошенько его перемешиваем. Оно стало таким воздушным и пузырчатым. Тесто готово к выпечке. Сковороду для первого блина смазываем растительным маслом. Выливаем тесто и равномерно распределяем по сковороде. Как видим, сразу образуются мелкие пузырьки. Блины готовим на среднем огне. Когда подрумянится одна сторона, переворачиваем. Таким образом готовим абсолютно все блины. Сковорода у меня диаметром 24 сантиметра. Из указанного количества ингредиентов у меня получился ровно 21 блинчик. Готовые блинчики можно сразу подавать горячими с медом, вареньем, сгущенкой, сметаной и, конечно же, с икрой. Теперь займемся начинкой. Для начинки нам понадобится полкилограмма творога, 120 грамм сахара, 1 куриное яйцо, ванильный сахар и я добавила еще сметаны, так как творог у меня довольно сухой. И 50 грамм сливочного масла для смазывания блинов и формы, в которой будем запекать. В миску отправляем творог, добавляем к нему 1 куриное яйцо и 120 грамм сахара. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу. Теперь перебиваю блендером до однородной структуры. У меня творог сухой, поэтому я добавлю еще 2 столовые ложки сметаны. Если у вас более однородная структура, сметану добавлять не нужно. Или вместо сметаны добавить 1 куриный желток, либо целое яйцо. Для аромата добавляем еще чайную ложку ванили. Вот такой структурой у меня получилась начинка. Очень мелкая и однородная структура. И самое важное, она не растекается. Форму, в которой буду запекать блины, смазываю сливочным маслом. Теперь самое интересное. Формируем треугольники. Берем один блинчик, разрезаем пополам. На один край выкладываю чайную ложку начинки с горкой. С одного края загибаем, и у нас получаются такие вот прямоугольники. И теперь формирую треугольнички. Складываем таким образом, что пока мы дойдем к концу блинчика, у нас начинка будет полностью упакована со всех сторон. Точно так формируем и другие блинчики. Друзья, если вам не нравится такая затея, у меня на канале есть другой вариант приготовления блинчиков с творогом. Ссылку на рецепт я оставила в описании под видео.
Я тем временем формирую такие блинчики и выкладываю на противень. Сверху выкладываем сливочное масло, чтобы они получились более мягкие и сочные. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 160 градусов на 40 минут. Блинчики после запекания приобретают золотистую, слегка хрустящую корочку. Подавать такие блинчики можно с фруктами, ягодами, шоколадом, сгущенкой либо сметаной. Блинчики получились очень нежными, вкусными и ароматными. Друзья, как вам такой вариант подачи блинчиков с творогом? Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.